Ну а как же без этого? В этот раз дело серьезное, ребята. Вчера я случайно нашел ту самую вселенную, которая дает Блиновской деньги. Откуда она здесь появилась? Нет, это не будет. Честное слово. Человек, честное слово. Многие из вас знают, как это примерно работает. Вы отправляете во вселенную запросы, а она вам помогает. Но пока она помогает в основном Лене. Мне нравится, не знаю, красиво одеться. Мне нравится красиво кушать. Мне нравится красиво жить. А я нашел самые крупные звезды, которые ей в этом помогают. Это Арктур, Альтаир, Эридан, Бетельгейзе, Ригель, Сириус и Телеман. Правда, Телеман, походу, уже загнулся. И там есть еще несколько звездочек. Неужели вселенная действительно работает? Давайте разберемся. Все, я ребенок. Вообще-то в этом видео я хотел разобрать продающие сайты Блиновской. Понятно, что ее часто критикуют за продукт, который она делает, и называют инфо-цыганкой. Елена Блиновская – это Тони Роббинс российского разлива. Но в том, что она, точнее ее команда, отлично разбирается в том, как продавать, в этом нет никаких сомнений. Доходы Блиновской исчисляются миллионами рублей в месяц, и на нее работают сотни человек. Я раскрыл эту схему. Я считаю, что Елена Блиновская немножечко врушка. Я считаю, что она не зарабатывает тех денег, о которых она говорила. Вот эти вот 200-300 тысяч я лишь плачу налоги. А началось все с того, что я просто хотел разобрать ее сайты. До этого момента я вообще ничего не знал о Елене Олеговне, кроме того, что она известна в определенных кругах. И просто перешел по первой ссылке в поиске на ее основной курс. Марафон желаний. Адрес этого сайта еленаблиновская.ру. Это совсем свеженький домен, зарегистрированный чуть более 2 месяцев назад. И состоит он всего из одного экрана, на котором перечислено то, что вы сможете сделать, пройдя этот курс. Вспомнить, понять, сформулировать, составить, избавить и проработать. И все это всего лишь за 4000 рублей. Забегая вперед, скажу, на февраль записалось уже больше сотни человек. Лендинг слабый, конечно. На нем нет ни описания курса, ни цен, ни скидок, нет отзывов, ничего нет. Фактически это просто шлюз на сеть WhatsApp и Telegram аккаунтов, которые, судя по всему, ведут живые люди из разных городов. Мы сегодня даже посчитаем их количество. Отвечают они не сразу, в течение пары часов, обещают подарки от вселенной и предлагают перейти в групповой чат. Но вначале хочется обратить ваше внимание на лендинг. Он сделан на Тильде. Это один из самых популярных конструкторов сайтов. Любой человек без дополнительных знаний может сделать на нем свою страничку, но также можно обратиться к дизайнерам. Цены у них начинаются от $100, либо заказать у студии, там уже от 1000. Тильда — это просто инструмент вроде фигмы, где работают все от новичков до профессионалов. Только в отличие от фигмы, там не нужно самому верстать или нанимать фронтендера. Но многие специалисты до сих пор почему-то не рассматривают Тильду всерьез. Так раньше было и с фигмой. Тильду критикуют за то, что она якобы медленная, неповоротливая, ее код замусорен и она плохо продвигается в поисковиках. И что же мы видим? Сайт, приносящий миллионы Блиновской, на Тильде. Я думаю, что нет ничего лучше Тильды для создания лендингов. Любой небольшой заказчик каждый день думает о том, как бы ему улучшить свой бизнес. А улучшения этих можно добиться только постоянными экспериментами. Обратите внимание, что это уже 19-я версия сайта, а путь экспериментов через дизайнера и верстальщика слишком долгий. Да и сказать по чесноку, эксклюзивный дизайн от среднего дизайнера будет хуже, чем это можно сделать самому на Тильде. Она позволяет очень быстро переделывать странички, менять порядок блоков, экспериментировать с текстами, а главное делать быстро множество вариантов. Причем совсем не обязательно, что все эти версии шли друг за другом, а текущая версия 12-я. Вполне вероятно, что все они существуют параллельно. Тильда позволяет проводить АБ-тестирование, равномерно заливая трафик на разные страницы, чтобы определить, где лучше конверсия. А также просто показывает разным пользователям разные страницы, в зависимости от их устройств, местоположения, времени и так далее. Например, можно тупо сделать продукт дороже для тех, кто смотрит сайт с айфона. Ссылочка на Тильду будет в описании. Для оплативших тариф и для меня первый месяц бесплатно. Вернемся к Лене. Она пошла еще дальше и сделала множество сайтов. Она создала целую сеть лендингов для продажи своих курсов. Я нашел их больше десятка. Каждый из этих сайтов ведет в Telegram и WhatsApp. Их тоже множество. Вот сколько Лен мне удалось найти в Телеграме. Так вот, после того, как вы написали кодовое слово, условная Лена в течение пары часов дает ссылку на группу курса. У каждого аккаунта своя группа. С ума сойти!
а в группе уже дают ссылку на оплату. Что интересно, комментарии предусмотрительно отключены. Оплата всех курсов происходит на одном сайте. Это ядро вселенной. Хотя правильнее было бы его сравнить с распределяющей шляпой из Гарри Поттера. Сейчас вы поймете, о чем я. Я перешел на сайт, и в этот момент началось все самое интересное. Я часто делаю сайты и знаю, как по закону важно размещать договор оферты на странице с оплатой. Ну и в отличие от большинства пользователей, я иногда их читаю. И здесь тоже решил заглянуть. Конечно, меня поразил штраф в 1 000 000 рублей за, цитирую, нарушение указанных пунктов из раздела 3. В 3 разделе написано, что покупатель дает согласие неукоснительно соблюдать условия участия из раздела 4. А в условиях написано, что каждому участнику тренинга задается домашнее задание, обязательное для исполнения в определенный срок. Я не юрист, но, как я понимаю, из этого договора следует, что если я не выполнил ДЗ, то должен выплатить 1 000 000 рублей штрафа? Охренеть, какая мотивация! Серьезно, я так удивился, что закрыл этот договор и открыл его чуть позже. Это был уже другой договор. Я удивился еще больше. Естественно, я подумал, что где-то ошибся, может сайт другой, их же много. Я посмотрел в коде сайта ссылку на договор и обновил страницу. Ссылка поменялась. В течение следующего часа я обновлял страницу, и при каждом обновлении рандомно появлялась новая ссылка на новый договор. Все они отличались одним пунктом – исполнителем. Что интересно, курс можно купить по VIP-тарифу за 200 000 рублей. Тогда исполнителем всегда будет индивидуальный предприниматель Блиновская. Но если покупать стандартный за 4000 или облегченный за 2, исполнители будут разные. Первый исполнитель, помимо Блиновской, мне попался ООО «ДНЭП». Компания из Тулы. 14 сотрудников, 56 миллионов выручки за прошлый год, из них 30 чистой прибыли. Принадлежит компания некой Соколовой, которая также руководит ООО «Талиман». Это уже другая компания из Чеченской Республики, которая в 2019 получила чистую прибыль почти на 100 миллионов, но сейчас она дохода не имеет. Другая компания из Чечни под названием «Сириус» так меня заинтересовала, что я заказал выписку. Оказалось, операции по всем ее счетам в 3 банках заморожены за неуплату налогов. А деньги с курсов идут то на эту компанию, то на ИП родственницы руководителя. Я утверждать это не буду, но фамилии и отчества у них совпадают. В итоге я сделал табличку со всеми звездами империи Блиновской. Из нее понятно, что оплата курсов равномерно распределяется между 11 ООО и 4 ИП, включая Блиновскую. В итоге, если предположить, что сотрудники между компаниями не пересекаются, получается примерно 259 человек. Выручка за 2020 – 1 миллиард 79 миллионов. Из них прибыль 407 миллионов рублей, то есть почти 34 миллиона рублей в месяц. Может быть, у меня больше уже и нет желания. Но это не удивительно. Это еще без учета денег, которые проходят через все ИП, включая ИП Блиновской, куда идут все VIP-клиенты, и специального ИП для тех, кто берет курс в рассрочку. По ИП, к сожалению, информации в открытом доступе нет. Ах да, совсем забыл, тут же мы еще не учитываем сборы в Инстаграме, где ненормальные люди накидали 2,5 миллиона за день. Сумасшедшие люди! Не учитываем бизнес по разведению рыбы, лесозаготовки, добыче руд, по подбору и обучению кураторов для курсов, а также несколько связанных компаний, на которые в данный момент не идут деньги с сайта Блиновской. Подведем итоги. Во-первых, такие деньги мне просто сложно представить. Не каждый олигарх или топ-менеджер банка столько зарабатывает. И на этом фоне 120 миллионов рублей на 40-летие – это весьма скромно. Заработок за пару месяцев. Сразу оговорюсь, я не утверждаю, что вся чистая прибыль от всех этих компаний достается Блиновской. Но, наверное, не просто так оплата с официального сайта идет на счета этих компаний. Второе. По мне так 2000 рублей за лайт-версию марафона не так уж и много. Конечно, если относиться к этому как к развлекательному мероприятию. В Москве детские аниматоры стоят в 4 раза дороже. Если уж совсем по чесноку, многие блогеры говорят, что информацию для своих марафонов Блиновская взяла из известных популярных книг. Если кому-то лень читать и нужна мотивация, почему нет? Ну, естественно, не на последние деньги. И не с надеждой, что все это перевернет вашу жизнь без усилий. Третье. Сеть компаний, на которые распределяется прибыль, это, конечно, странно. Если вам что-то не понравится и вы захотите написать претензию, вам внезапно придется слать ее в Тулу, Новосибирск, Пермь, Ярославль, а то и в Чечню. Внимательно читайте договоры. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!